Здорово. Здорово. Короче, мне нужно все из этого списка. Сделаешь? Да без проблем. Я через 3 все будет готово. Цена вопроса 15 тысяч. Ну, тогда увидимся через 3 дня. Постой, Шила. Все хочу тебя спросить. Чего еще? Ты ж уже давно в зоне. Опыта немало понабрался. В передрягах разных побывал. Че ты все время в этом рване ходишь? Там мне и в этом удобно. Нет, так не пойдет. Ты же опытный сталкер. Надо соответствовать. И что ты предлагаешь? Тебе нужна заря. У меня, кстати, в продаже есть. И сколько ты хочешь за нее? Ни много ни мало, 20 тысяч. Ни хера себе ты загнул. Да, я лучше в этом похожу. Стой, 18. Твоя цена. За какие-то запчасти готов платить 15 тысяч, а 20 за комбез зажопил. Живого поставки. Надо соответствовать. Чё ты все время в этом рване ходишь? Тебе нужна заря. Да блин, ну я же не против зари. 20 тысяч это слишком дорого. Стоп. А я сам себе сделаю зарю. Всем привет, дорогие друзья! С вами на связи прямиком из СЗО Мика Сталкер, и в этом видео я покажу вам, как своими руками изготовить легендарную сталкерскую броню под названием Заря. В этом видео мы изготовим сам броненагрудник и вот такую вот защиту суставов по типу налокотников, наплечников и наколенников. Сам костюм мы в этом видео изготавливать не будем, он покупался отдельно, и об этом поговорим чуть попозже. А сейчас всем приятного просмотра! Первым делом я подготовил лекало передней и задней части жилета. Также я подготовил лекало небольших частей жилета и лекало наколенников, надплечников и налокотников. Все выкройки данного жилета вы сможете найти в моей группе Мика Сталкер, на которую я оставлю ссылочку в описании. Данные выкройки жилета рассчитаны на рост 1,60 м, 1,70 м, 1,80 м. Ну вот мы и добрались до ткани. Ткань я решил использовать палаточную, именно ту ткань, из которой шьют такие костюмы, как горка. Также из этой ткани шьют множество военного и тактического снаряжения, и из этой же ткани многие сталкерские мастерские шьют комбинезон Заря. Ну а теперь берем кусочек мыла и переводим все лекала на ткань. Также я оставляю небольшой запас ткани и добавляю вот такую вот разметку, по которой буду вырезать все детали. Теперь я беру малярный скотч и с помощью него приклеиваю все небольшие лекала ткани. Это я делаю для того, чтобы их было легче обвести. Но правильнее было бы их приколоть с помощью специальных швейных булавок. У меня таких просто-напросто нету. Наколенники, налокотники и надплечники я также буду изготавливать сразу. Далее берем в руки ножницы и приступаем к вырезанию. Кстати, хотелось бы подчеркнуть один важный момент. Если вы заметили, то ткань с одной стороны слегка блестит, а с другой стороны она полностью матовая. Поэтому все детали мы расчерчиваем именно на той стороне, которая блестит, так как в дальнейшем все детали прошьются и вывернутся, и матовый цвет будет основным цветом нашего жилета. Еще нам понадобится вот такой вот поролон, который называется пенка. Данный поролон можно приобрести в любом строительном магазине. Прикладываем к данному поролону лекало и вырезаем все те детали, которые мы вырезали из ткани. Только данные детали вырезаем в более небольшом размере. Данный поролон мы вставим в детали, когда они будут полностью пошиты. Поролон у меня толщиной в 2 мм. Вырезаю я по 3 штуки каждой из деталей. От толщины самого поролона и от количества вырезанных деталей из него будет зависеть толщина самого жилета. После того, как все детали из поролона готовы, можно приступать к прошивке всех деталей из ткани на швейной машинке.
Когда детали прошиваем, то не забываем оставлять в них небольшое отверстие, через которое в дальнейшем мы их будем выворачивать. Все детали следует прошивать ровно по тем линиям, которые мы расчертили с помощью мыла. Когда деталь полностью прошита, отрезаем от нее лишнее, после чего ее можно вывернуть и вставить вовнутрь нее поролон. Что касаемо наколенников, то после того, как мы их вывернули и вставили вовнутрь них поролон, на них нужно будет прочертить полоски с промежутком примерно в полсантиметра, а после чего прошить эти полоски на швейной машинке. Также данные части я прошил по бокам гармошкой, чтобы они были более выпуклые. И вот что у меня получилось. Также нам понадобится вот такая вот стропа толщиной в 1 см, которую нужно будет сложить напополам и прошить по кругу всех частей, чтобы получилась окантовка. И да, стропу лучше выбирать сразу подходящего цвета. В моем же случае ее придется красить. Вот что у меня получилось, и теперь нужно будет сделать так, чтобы вот эта вот бежевая стропа не так сильно выделялась. В этом нам поможет акриловая оливковая краска. Берем краску, сильно разводим ее с водой и прокрашиваем каждую из строп. Акриловая краска ткани ложится очень крепко, поэтому даже при интенсивной стирке она никуда не денется. Вот что у меня получилось, и теперь нам нужно будет разобраться с костюмом, к которому мы будем пришивать наши наколенники, налокотники и надплечники. В качестве основного костюма для своей зари я буду использовать вот такой вот энцефалитный костюм. Такие костюмы можно поискать в различных военторгах или, к примеру, в интернете на том же Валбересе. Также отлично подойдет костюм Горка 1. С обоих сторон куртки у меня пришито по 2 нашивки, и 3 из них это сталкерские и 1 Чернобыль зона отчуждения. Надеваем штаны, размечаем расположение коленок и к этим местам пришиваем наколенники. С курткой проводим все те же самые манипуляции. К сожалению, пришивать придется вручную, ибо машинкой подлезть не получится. Вот как получилось у меня пришить защиту суставов, и теперь приступаем к дальнейшему изготовлению брони. Теперь берем заранее подготовленные отрезки пенки и вставляем их в данные детали. Теперь нам понадобится липучка велкро. Одну из сторон липучки велкро пришиваем к данным деталям, а вторую сторону пришиваем к самому жилету. На видео я все подробно показываю, что и куда пришивать, и думаю, что вопросов у вас не останется. А если все-таки останется, то смело их задавайте в комментариях под этим видео. Также еще нам понадобятся вот такие вот отрезки, которые я нарезал с одной большой оливковой стропы. Данные отрезки нужно будет пришить на вот эти вот места жилета по 9 штук с каждой из сторон. И вот что у меня получилось. Также, если вы заметили, посередине жилета я пришил черные квадратики. Их я сделал из обычной черной липучки. Также можно воспользоваться черным дермантином или черной кожей. Будет смотреться получше. Также, как я и говорил ранее, по бокам жилета с каждой из сторон я пришил отрезки строп. И всего получилось пришить по 8 строп с каждой из сторон. По бокам жилета в местах плеч я пришил по отрезку липучек. К этим липучкам будут крепиться основные плечи нашего жилета. Теперь нам понадобится 3 отрезка липучек, которые нужно будет пришить ко внутренней стороне передней части жилета.
Вот так вот должно получиться, и сразу скажу, что когда пришиваете липучки, то лучше делать сразу по 3-4 шва, так как если в будущем эти липучки оторвутся, то пришить их обратно к жилету будет довольно-таки тяжело. Ну а теперь выворачиваем жилет и прошиваем его по кругу на швейной машинке. Конечно же, не забываем оставить небольшое отверстие, чтобы в дальнейшем его можно было вывернуть обратно. Вот такая вот красота должна получиться. Также все углы жилета можно прогладить утюгом, чтобы их выровнять. Теперь в то отверстие, которое мы оставили, вставляем пенку в 4 слоя и прошиваем его на швейной машинке. Также на верхней части жилета я пришил вот такие вот белые квадратики, которые изготовил из белой джинсы. Их, конечно же, надо было пришить раньше, я о них просто-напросто забыл. И также я пришил липучку, на которую в дальнейшем будет крепиться мой позывной. Ну а с задней стороной жилета повторяем абсолютно все те же манипуляции, что и с передней. Только на низ задней стороны я нашил вот такую вот полоску, в которую в дальнейшем вставится регулировочный ремень. Накрываем, прошиваем, выворачиваем, вставляем пенку и снова прошиваем. Все как с передней частью. Основные части жилета у нас полностью готовы, а теперь займемся нижней платформой жилета. Для нижней платформы жилета нам понадобится 5 строп оливкового цвета. Раскладываем стропы на вот эти вот места и расчерчиваем на них ячейки моли. После чего каждую ячейку моли прошиваем на швейной машинке. И вот что у нас должно получиться. А теперь по старой схеме прошиваем, выворачиваем и вставляем пенку. Кстати, насчет пенки. Ее вставляем только 2 слоя, так как эта часть должна быть намного тоньше, чем основной жилет. Ну а после того, как вставили пенку в платформу, пришиваем к верхней ее части липучку во всю длину. Ну что ж, платформа полностью готова, и теперь осталось только лишь изготовить плечи для нашего жилета. Плечи — это, пожалуй, самое элементарное, что есть в этом нагруднике. Их нужно будет прошить вот в этих местах гармошкой и пришить на каждый конец по липучке. И последним для сборки нашего жилета нам понадобится вот такой вот регулировочный ремень. Его я собрал из черной стропы, 2 регулировочных пряжек и 2 хвастексов. Его нужно будет продеть вот в эту часть задней стороны жилета. Ну а длину самого ремня, конечно же, подбирает каждый сам под себя. Ну а во вторые части фастексов продеваем стропы и пришиваем их к передней стороне жилета. Ну что ж, а на этом этапе все детали нагрудника полностью готовы. И теперь можно приступать к сборке. Первым делом прикрепляем плечи. Далее можно приклеить нижнюю платформу. И теперь нам понадобится вот такая вот круглая тонкая резинка, желательно оливкового, но подойдет и черного цвета. Берем резинку и просовываем ее в те стропы, которые мы пришивали с каждой из сторон нагрудника. Получается, что нам нужно всего 2 отрезка резинок, которые мы вставим с каждой из сторон жилета. С задней стороны жилета резинки мы завязываем на небольшой узелок. Ну а с передней стороны жилета с обоих из сторон устанавливаем вот такие вот фиксаторы для утяжки. За счет данных фиксаторов мы сможем регулировать резинку под нужный нам размер. Ну что ж, дорогие друзья, а на этом этапе самая сложная и основная часть зари у нас полностью готова. В качестве ремня для своей зари я решил использовать вот такой вот кожаный солдатский советский ремень.
Знаю, немного не канонично, но когда у меня появится материал, я обязательно сделаю такой же ремень, как и на игровой Заре. Для задней стороны ремня я сшил вот такую вот часть из двух половинок ткани, в каждую из которой вставил поролон. Также на одну из частей я нашел систему молей и пришил две вот таких вот пряжки. Теперь берем ремень и просовываем его в данную часть. Данная часть — это у нас что-то по типу пояса Warbelt. Имейте в виду, что данная часть должна обхватывать только вашу спину и не выходить в бока. На заднюю часть нагрудника я нашил два отрезка строп, которые нужно будет вставить вот в эти вот пряжки на поясе. Ну а на переднюю часть нагрудника, на нижнюю платформу, я нашил два небольших отрезка строп. В эти отрезки мы берем и вставляем ремень. За счет данных строп ремень будет держаться очень крепко и никуда не будет съезжать. И вот такая вот система крепления ремня у нас получается, но опять же можно обойтись без всех этих лямок и просто крепить ремень поверх костюма. Но в таком случае при интенсивном беге ремень будет съезжать в разные стороны, что, как по мне, очень и очень неудобно. И теперь мы подходим к последнему этапу изготовления нашей Зари. Это, конечно же, застаривание, чтобы наша Заря не смотрелась такой новенькой. И в этом деле нам поможет черная акриловая краска. Берем каплю черной краски и смешиваем ее с большим количеством воды. Первым делом я наношу смывку на вот эти вот белые квадратики, так как на игровом варианте они серого цвета. И после чего приступаю к нанесению смывки на всю Зарю. Здесь главное не переборщить. Ну и конечно же Заря со временем где-то сама потрется, где-то выцветит, где-то испачкается и будет смотреться еще более антуражной. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая вот Заря у меня получилась, и теперь уже за кадром я подумаю, где ее можно будет модернизировать, ну а где улучшить. Также за кадром я планирую добавить подсумки на пояс и собрать для себя полноценный комплект опытного сталкера. И, конечно же, по этому поводу снять для вас отдельный видосик. Кстати, подобный видосик на канале уже есть, и там сталкер-сказочник рассказывал про свой комплект опытного сталкера. Если кому интересно, то подсказка будет сверху. Кстати, друзья, пишите в комментариях, какой костюм какой группировки сталкера мне собрать еще. Чей комментарий наберет больше всего лайков, тот костюм я и соберу. А также не забывайте оценивать это видео своими лайками и подписочками на этот канал. Ну а с вами на связи был прямиком из СЗО Мика Сталкер. Всем пока и до новых встреч в новых видео. Ну нифига ж себе. Мое почтение опытным сталкерам. Где взял? Сам сшил. Ну, мэн, хорош. Ну чё там, заказ готов? Готов. Держи. О, отлично. Слушай, а зачем тебе эти все дела? А скоро сами все узнаете. Внимание! Вы находитесь возле охраняемого периметра зоны экологического бедствия.